Решил я как-то проверить, какая разница между скиннингом, который Blender делает автоматически, и тем скиннингом, который уже сделан на скачанных персонажах из Mixamo. Для этого я зашел на сервис и выбрал персонажа, который называется Markerman. Я не добавлял ему никакой анимации, просто скачал в T-позе. Импортировав его в Blender, я все выделил и сделал копию. На ней я сбросил все паренты. И на мыши удалил все вертекс группы. Таким образом тело полностью отделилось от скелета. Теперь можно сделать автоматический скиннинг. Выделяю Mesh с шифтом скелет, Ctrl-P и выбираю With Automatic Weight. Теперь можно сравнить два результата. Я не знаю, дорабатываются ли вручную те персонажи, которые Mixamo держит у себя на сервисе и разрешает скачивать, но гнутся они очень даже хорошо. Это натолкнуло меня на мысль, что новички могут использовать такой прием, как тренажер для скиннинга. Просто откройте на разных мониторах два blend файла. На одном образец от Mixamo, а на втором сделайте этому же персонажу автоматический скиннинг от Blender. Программа вполне сносно разбросает веса, останется их подкорректировать. Для того, чтобы знать, в какую сторону двигаться, у вас будет референс от Mixamo. Если же у вас до сих пор нет второго монитора, то я рекомендую поставить эту задачу как приоритетную и приобрести его. Как итог этого видео, работа в Weight Painting – это работа с полутонами. Легкий оттенок может как портить результат, так и все поправить. Восприятие того, как это должно быть, приходит с опытом, так что немного терпения и практики, и у вас все получится.